Всем привет, всем приятного настроения, ребят, кто к нам только присоединился. Я, пожалуй, начну с VIP-такси. Досмотр пассажира, таксуем на Майбахе. Это у нас Женька наш, таксуем на Майбахе, да. Выложил новый видеоролик, давайте его посмотрим, оценим. Что-то там кого-то досмотрели. Понимаешь, и, возможно, даже что-то и нашли. Поэтому я еще сам не смотрел, но с радостью посмотрю. Все, всем приятного просмотра, поехали. Ребята, всем привет! Сегодня 23 сентября, время 18:51. Я вышел на смену, вышел работать. Сразу же хочу сказать, что о политике на моем канале я разговаривать не буду. Потому что у меня канал связан с такси, с поездками по городу Москва, с какой-то красивой музыкой, дорогой. Ролики в основном я делаю, когда они какие-то спокойные, для того, чтобы ваша голова отдыхала. И когда после предыдущего ролика мне пишет куча народу, расскажи свою позицию, например, да, о том, что ты думаешь, началось это как раз после 24 февраля, в основном я ничего не рассказывал. Я считаю бессмысленным навязывать свое мнение, да, там, если оно у меня есть. Я, конечно же, читаю разные паблики, и украинские, и русские. Я вижу в каждом из этих пабликов, вот если он, например, украинский, да, много там пропаганды. Я вижу в российских пабликах тоже много пропаганды. Все правильно. И я именно ничего с этим не могу сделать, понимаете? У меня есть свое мнение, как бы, и оно остается при мне. Я могу этим мнением поделиться с какими-то родными, но выставлять на общую публику, это будет очень странно, правильно же? Все то, что сейчас в мире происходит, вот, наверное, так правильно сказать. Поддерживаю, кстати, Женька. Тоже, ребят, развлекательный канал. Я рад всех видеть, всех слышать уже на протяжении долгого количества времени. 6,5 лет я поднимаю настроение всем, кто меня понимает, всем, кто меня слышит. И не только русским ребятам. А нас куча с Украины, с Европы смотрит, с дальнего там зарубежья. Короче, всем, кто меня слышит, всем, кто меня знает, ребята, добро пожаловать. Давайте немножечко, отвлечемся. Полностью солидарен с ним. Это безумие. Я не знаю, мы когда-нибудь вообще будем жить как бы в мире, но, видимо, до этого очень-очень далеко. Я надеюсь, что поскорее все это закончится. Пока я стоял со своими ребятами, с монтажером, с видеооператором, еще один человек подъехал. Общались, короче. Бля, ёпта, так я руль сломаю, ё-моё, своей кувалдой. Короче, или руку сломаю как раз. Попался заказ нам обоим, но парню сразу отменили, а мне Яндекс дал заказ с 10-минутной подачей. А как понять 10-минутные, подождите, подачи? Сейчас я вспомню, я что же работал? Все, я понял, я туплю. Я понял. Это что за хуйня? Да блять, я не могу. Похуй. Так, ребятушки, приехали в депо. 1800. Слышу звук включенного массажа сзади. В депо очень много народу, и сюда по-любому даже не запустят каршеринг с ребятами, которые едут сзади. Знаете, как хитро делают охранники? Они сюда даже не запускают автомобили такси. Вот Е-класс или Майбахи, заезжайте без проблем вообще. Ребят, я включаю два тарифа сразу, потому что по одному элиту я чувствую, сегодня вообще не вывезу. Мне сейчас попался третий заказ, но подачи просто конские, по 10, по 8 километров. Тратишь на них по 20 минут, потом ожидание минут 10, в итоге потом клиента везешь минут 20-30, и в итоге заказ выходит на 1799 минималка. Вот в чем преимущество эконома, да, когда работаешь по эконому. Ну да. Там количество заказов намного больше, и ты берешь сразу клиента от точки А до точки Б, то бишь ты высадил, тебе сразу следующий заказ попался там в 2 минутах. Ты за это время просто муководишь как бы и нарабатываешь там за час в Москве, наверное, грязными 1000 рублей. А на Майбахе получается за час грязными 1799, но...
Но здесь немного все-таки я с Женькой не соглашусь, объясню почему. Здесь, понимаете, от качества клиентов тоже очень много зависит. Одно дело я понимаю, что они везде попадаются, вот эти вот... Вот эти вот, да, они везде, в принципе, есть, но мне кажется, все равно гораздо было бы приятнее. Я, конечно, на Майбахе никогда не таксовал, но мне кажется, их здесь немного поменьше. Тоже, конечно, 100% есть и пьяные, и неадекватные люди, но я так думаю, конечно, может, Женька сам напишет. Жень, напиши, пожалуйста. Мне кажется, что все-таки в бизнес-классе, там, в элите, в Майбахе, их все-таки, немного поменьше, потому что, ты общаешься же с обычными тоже ребятами из эконома, из всего остального. Очень интересный вопрос, хотя, может быть, я ошибаюсь. Может быть, и здесь их, дай боже. Но мне кажется, что их здесь поменьше. Разница автомобилей в классе, там, да, и в стоимости, она как бы большая. Да во всем она разнится там в 10 раз минимум. Ну ладно, в 5 раз. У меня был заказ, клиенты меня узнали, попросили не снимать, какие-то прям такие дядечки. Но я так скажу, что в поездке они очень-очень сильно спорили насчет ситуации, которая сейчас происходит в Украине, в мире. И я так скажу, у них дошло все это до того момента, что они начали очень-очень сильно с друг другом ссориться, хотя они близкие друзья. Дошло до того момента, что один из них хотел выйти из машины, потому что не мог доказать другому, что это так. Ну вот о чем я... Знаю наглядный пример, когда ссорились очень сильно соседи по квартирам. Тоже я всю ситуацию не видел, я застал вот этот вот апогей вот этой вот трешатины, когда люди просто вроде начали нормально разговаривать, а закончили, как говорится, за здравие и за упокой, то есть это закончили, да. То есть там начали что-то кому-то доказывать. Если быть совсем откровенным, я не понимаю, для чего это делается, что это изменит и что кто кому докажет. Правда, я искренне не понимаю вот этой вот истерики, которую люди разводят. Надо все-таки подходить, мне кажется, ко всему с спокойной головой. Конечно, люди все разные, но от того, что вы в подъезде посрались друг с другом, как-то странно это, по-моему. Я и в начале ролика говорил, да, то есть свою позицию ты никому не докажешь. У тебя вот есть своя ясность, получается, в голове, и ты с ней живешь. То есть кто-то прям, не знаю, живет с одной, а кто-то с другой, и друг другу втирать что-то свое, ну это бесполезно. Честно скажу, что мне самому грустно, потому что 25 минут сейчас я ехал, да, и просто бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, у меня вот здесь такой комок в груди сейчас, и хочется что-то позитивное вам нести, но вот такова нынешняя ситуация, и как бы я ее рассказываю так, как она есть. Для посетителей Чайханы парковка бесплатна. Давайте наберем. Смотри, что мой сменщик возит. Труба. Я не знаю, для чего она. Мне такое ощущение, знаешь, когда вот просто какой-нибудь клиент здесь садится, типа, самый крутой, знаешь, он здесь привинчивает быстро вот так вот, как на прадике, знаешь, вот так вот. Или держит ему, короче, типа, садись, блин. Ну, кстати, он очень чистоплотный, смотри. У него здесь даже это есть, короче. После каждого, видимо, клиента, если что-то грязная машина, он берет вот так вот. Там херачит, видишь, водой вот так. Все, пойдем жрать. Мы в прошлый раз, короче, здесь кушали, и нам теперь комплимент от заведения, видите, черный чай. Он так удаляет жажду, я чувствую себя человеком. Видеооператор сейчас расстроился, он взял вот эту жижу какую-то. Мишане взяли вот это мясо с картошкой. Вы бы видели его глаза просто по 5 рублей. Всем приятного аппетита, ребят. Ну, короче, если видеооператор не наестся, мы еще это возьмем. 5 minutes later. 1440, но чай за счет заведения. Жаркое 350 рублей, лагман 270, и овощная нарезка 270. Кока-кола литр 130. Дорожало. Go. Нормальные ценники для Москвы. Ну что, заказ по примеру 1614. В принципе, за 15 минут почти ничем от элиты не отличается.
Слушайте, мне стало интересно, вот мне теперь жопу распирает. Я-то в Подмосковье живу, у меня тут, естественно, майбахов нет, у меня комфорт плюс-то не всегда есть, хотя я, если езжу куда-то, я на экономе передвигаюсь, вообще не парюсь. У меня теперь такой вопрос, как идет вообще градация в крупных городах? Может быть, как вот дальше она идет? Вот, допустим, эконом, комфорт, там, да, наверное, комфорт плюс, а дальше-то, надо как в Москве буду, надо глянуть, интересно даже стало. Какой самый топ считается? Наверное, Майбах, он так, по-моему, и называется? Нет, не бизнес топовый. Самый топ, наверное, элита, наверное. Может быть, элита? Может быть, элита или... Короче, надо посмотреть. Интересно вдруг стало, да. Надо глянуть. Мьюзика просто... 1999. Бинго. Прям четко. Держите. На чай, типа. Спасибо. Что у нас заказ на 2000, дали 2500. Сижу на заказе уже минут 10, у клиента написано: не звонить пассажиру. Поездка в тишине, открою дверь самостоятельно. Единственный вопрос, который возникает к Яндексу, он такой: вы ждете клиента больше 7 минут, да? Если он не выходит, вы должны ему позвонить, если не дозвонились там, или дозвонились, и он говорит: я не поеду. да, это интересный вопрос. Вам капает минималка. А в таких случаях что делать? Когда написано не звонить пассажиру. Ну, пройдет 7 минут, я напишу: вы выходите или как? Если клиент ничего не отвечает, то я могу, получается, отменять поездку. И Яндекс начислит, наверное, минималку. Правильно так, скорее всего. Наконец-то пассажир написал: сейчас выйду. Обращение по сотруднику полиции к оператору спросить, даже наоборот, оружие находится, а получение видите, пожалуйста, давайте убедимся. Да, пожалуйста. Интересно, участником процесса не был. Первый раз? Ну что, ребятушки, наш заказ вышел на 4600. Вот так вот пассажиры еще шмонали. Ожидание 2300. Хлынул дождик и поперли небольшие коэффициенты. Сейчас попался заказ по элиту с коэффициентом 1,20. Ай, блядь, закинули, отвечаю, а! Я еще не заслужила. Молодой человек забыл портмоне, и заказ вышел на 225. Бывает так. Вы ко мне? Да. Здравствуйте. В итоге вижу небольшие спады по заказам. Количество их становится меньше, процентов на 15 по сравнению с теми сменами, которые у меня были до. Я думаю, что дальше будет еще хуже по количеству заказов. Но все равно есть народ, который заказывает. В Москве, кстати, по-моему, у меня ребята работают в сфере сдачи, вот это квартир, всего остального, эти риэлторы, или как они там правильно называются. По-моему, очень лютый спад в Москве на то ли покупку недвижимости, то вот это покупку-продажу, то ли на аренду, я так и не понял. Что-то мне как-то вот, мы поздоровались, я
Ну, типа, знаешь, такой разговор ни о чем, как дела, как чё. Я вот не помню, к сожалению, на что. Факт остается фактом. Данный класс автомобилей. Я сейчас посмотрю на заработки моего сменщика вот в ближайшие 2-3 дня. Если их не будет совсем, то просто поставлю машину, и она не будет какое-то время работать, пока не появятся эти заказы. Так что как-то так. Всем удачи и всем пока. Не, Майбах, конечно, шикарно смотрится. Ну, а Женьке ровной дороги и всем остальным автолюбителям, ребят, тоже ровной дороги.